Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Литва призывает Европу сказать категорическое «нет» российскому трубопроводному газу. В 2022 году Балтийские тигры стали первой страной, отказавшейся от импорта российского газа. Продолжают они демонстрировать свою решительную позицию и призывают своих европейских партнеров не поддаваться на провокации. Александр, а насколько весомо звучит голос Литвы и других прибалтийских тигров в Евросоюзе по вопросу транзита российского газа, потребления российского газа, и много ли они потребляли? На неделе произошло удивительное для 25 года событие. Ну, год вроде как только начался, а вот уже есть удивительные события, а именно торги на TTF, это крупнейшая биржа газовая в Европе, ну, точнее, в Европейском Союзе, если прям вот совсем корректно сказать, котировки по завершению торгов опустились ниже котировок, которые мы видим, исходя по JKM. Это Japan Korea Marker. То есть это фактически такой некое универсальное биржевое значение, так, знаете, в некоторых кавычках, но универсальное биржевое значение для азиатского региона. То есть можно сказать, что цены в Европе опустились ниже азиатских цен. Правда, потом они поднялись, но это не важно. Удивительное событие все равно произошло. А что же в нем удивительного? Ведь я так подозреваю, многие представители широкой аудитории, которые смотрят это видео, считают, что европейский рынок – это, пожалуй, самый привлекательный. Это рынок, за который все абсолютно бьются. Если вы именно так думаете, маленькая просьба, напишите в комментарии. Да, байт на комментарии, с одной стороны, с другой стороны, мы тут что-то предполагаем, было бы интересно узнать, действительно ли широкая аудитория именно так это воспринимает. То есть европейский рынок воспринимается как наиболее привлекательный, наиболее интересный, наиболее желанный для всех поставщиков газа, в то время как это противоречит объективной действительности. Самый желанный, самый интересный, самый привлекательный рынок – это рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Собственно, он интересен, как правило, обычно более выгодными ценовыми предложениями и, что еще более важно, он перспективнее с точки зрения роста спроса. В Европе, как мы видели, потребление газа сократилось более чем на 20% за последние 3 года, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребление газа растет. Вот в 2024 году потребление газа в мире выросло на 100 миллиардов кубических метров. Это та величина, на которой сократилось потребление в странах Европы, это Евросоюз и Великобритания в первую очередь. А выросло потребление за счет кого в первую очередь? Россия, Индия, Китай. Притом, если по объемам прироста, наверное, Китай стоит поставить на первое место. Китай, пожалуй, это самый привлекательный рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все туда стремятся, все туда хотят попасть, заключить желательно долгосрочные контракты, потому что все прекрасно понимают, если ты с этими ребятами заключаешь долгосрочный контракт, контракт будет выполняться, никто не будет кочевряжиться, рассказывая о том, что мы зеленую повестку продвигаем, поэтому, извините, завтра ваш газ будет не нужен, и вообще давайте пересматривать ценовые условия по этому самому контракту и все такое прочее. Однако я вроде как сказал, что цены в Европе вот опустились ниже азиатских. А как это вяжется с тем, что азиатский рынок по цене привлекательный и вообще более привлекательный? Так дело в том, что обычно Азиатско-Тихоокеанский регион – это премиальный рынок, то есть биржевые котировки там выше, чем биржевые котировки в Европе. Биржевые котировки выше – это не... Биржевые котировки не описывают все многообразие цен на газ, которые вы можете увидеть, но дают определенный, дают определенный маркер, который нам позволяет судить о привлекательности того или иного рынка. Азиатско-Тихоокеанский регион более привлекательный, как правило. Но вот с января 2025 года, а точнее с конца декабря 2024 года, Европа вернула себе статус премиального рынка, которым она обладала в ходе мирового энергетического кризиса. Дело в том, что Европа преимущественно связана биржевым ценообразованием. В ходе мирового энергетического кризиса из-за специфики архитектуры европейского газового рынка, газовый рынок Европы оказался наиболее уязвимым, но в то же время он
У него, как в любом минусе, есть некоторые плюсы. Вот плюс был в том, что он стал привлекательней для того газа, который можно было поставлять, ориентируясь только на биржевые котировки. Есть долгосрочные контракты с нефтяной привязкой, то есть часть СПГ, например, поставляется по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, и на этот СПГ вообще вся эта история с биржевыми кризисами, с ценовыми кризисами никак не воздействовала. Цены там были связаны с нефтью и нефтепродуктами, и когда мы говорим, что цены в Европе взлетели, знаете, какой-нибудь катар, который поставляет газ куда-нибудь в Китай, он говорит, да, правда, извините, мы не замечаем этой вашей странной истории, мы вот по долгосрочному контракту поставляем газ в Китай, и нас все устраивает. То же самое со среднеазиатскими поставщиками, то же самое с поставщиками из Российской Федерации. В общем, вот такая вот, если широкими мазками эту картину нарисовать, вот такая картина складывается. А в ходе кризиса Европа стала более привлекательной, цены там выросли, точнее биржевые котировки там выросли относительно азиатских показателей. Азиатские потребители, посмотрев на происходящее, сказали, не, ребят, мы конкурировать за эти объемы газа не будем, у нас есть возможность купить газ дешевле по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, мы будем максимизировать закупки вот по ним. А вот эта вот беготня на биржу, лишь бы что, лишь бы у вас переманить какие-то лишние 20 миллиардов кубов, ребят, дарим. Забирайте эти 20 миллиардов кубов, пусть плывут к вам. Ну и, собственно говоря, с того же самого китайского рынка в 2022 году 20 миллиардов кубов ушло в Европейский Союз, но это вот дела давно минувших дней. В 2024 году вновь премиальным рынком стал Азиатско-Тихоокеанский регион, пока, наконец, мы не пришли к ситуации, когда, транзит прекратился. Кстати, я напомню, уважаемые господа из Европейской комиссии, правда, из предыдущего, наверное, состава Европейской комиссии, хотя, как знать, вдруг кто-то из них оказался в новом составе Европейской комиссии. Интересно, как же эту Урсулу зовут? Так вот, господа из Европейской комиссии в декабре 2024 года заявляли, что мы готовы к прекращению транзита. Стандартная шутка, кто эти мы, а вот мы не готовы, отвечали потребители. Мы ее даже сейчас произносить не будем, потому что зачем? Заметьте иронию в моей фразе о том, что произносить не будем. Мы не будем ее произносить, потому что, дорогие друзья, мы с вами столкнулись с ситуацией, когда господа из Еврокомиссии оказались немножечко неправы. А оказывается, европейский рынок не готов к прекращению транзита. И, казалось бы, рассказы о том, что да сколько там того газа идет через Украину, да, немного. Вот еще раз, немного газа шло через Украину. Миллиардов 16 кубов в 2024 году. Там 16,5 миллиардов, не суть важно. Это немного. Это, считайте, чуть более 1 миллиарда кубов в месяц. Да легко их заменить. Берешь, замещаешь поставками откуда угодно. Только этого откуда угодно нету. Вот нету сейчас избытка предложения, с чем, собственно говоря, столкнулись потребители, которые не смогли договориться с «Газпромом» о прокачке возможных, о прокачке каких-то объемов с украинского направления на турецкое направление, и чтобы вот через турецкое направление эти объемы получать. Хорошо, кто-то договорился, кто-то не договорился. И в итоге у нас оказывается ситуация, когда все готовились к прекращению транзита под уверение Еврокомиссии, мы готовы, а мы не готовы еще раз, ответили потребители. Давайте под конец жирными чертами, 2 как минимум, а лучше 3, подчеркнем еще один важнейший, на мой взгляд, факт во всей этой истории. Когда кричат о том, что надо прекратить поставки газа из России, кстати, заметьте, кто в России это говорит, вы говорите то же самое, что говорят в Литве. Задумайтесь, пожалуйста, что вы почему-то повторяете те же слова, что говорят в Литве. Это, мне кажется, очень плохой сигнал, плохо характеризующий вашу мысль. Так вот, когда говорят, надо прекратить поставки из России, что когда-нибудь будет избыток предложений, и вот газ придет в Европу, это все очень здорово, если избыток предложения будет, а если его не будет. И главное здесь, это не то, сколько газа вам нужно сейчас. Главное, это сколько газа вам нужно будет, если ваша экономика от падения, или от, стагнации, перейдет к восстановлению. Вот предполагается ли в экономической некой стратегии Европейского Союза восстановление экономики?
Не рассказы о том, что мы на 0,5% выросли, как это здорово. Кстати, кто бы ни говорил, что рост на 0,5% это здорово, он немножко не прав, потому что рост на 0,5% это практически отсутствие роста. А если посмотреть на какую-нибудь Германию, где индекс промышленного производства сразу там, на 8% сократился в 2024 году, ну, там, наверное, вообще стоит задуматься о неких перспективах. И подумать, а мы восстанавливаться будем? Мы перейдем от вот этого ладно, от вот этого, от этой нездоровой ситуации мы перейдем к восстановлению. А если мы начнем переходить к восстановлению, это ведь откроет новую нишу для газа, на газовом рынке, то есть нам газа потребуется больше. А в условиях, когда мы еще и газовые угольные электростанции закрываем, ниша окажется еще больше, чем надо только для восстановления экономики. И что мы в этой ситуации будем делать без поставок из России? Нет, Литва с ее невероятно мощным терминалом «Независимость», конечно, как-нибудь, может быть, проживет. У нее потребности скромные в газе, у нее есть желание продавать газ соседям, святое желание, ничего против не имеем. Но если уж вы считаете, что вы такое надгосударственное образование, которое работает, я понимаю, смешно прозвучит, но тем не менее, ради общего блага всех участников этого надгосударственного образования, ну, то есть речь о Европейском Союзе, то нужно думать не о дне сегодняшнем, потому что день сегодняшний – это дно сегодняшнее, а нужно думать, как с этого дна всплывать хотя бы на поверхность и вообще выбираться на берег, дорогие друзья. Надо из болота выбираться на берег. Вы в болоте. Это крайне нездоровая ситуация. И если вы все-таки собираетесь всплывать, собираетесь выбираться из этого болота, то энергоносителей вам надо будет больше, ну, процентов на 20%. Как это было, скажем, в 2021 году, не самым благополучным, в 2019 году, в 2018 году. Вот об этом надо думать, об этих объемах потребления надо думать, когда кто-то выкрикивает о том, что да не нужны поставки из России. Ну, а пока они кричат, мы должны, если они кричат во время отопительного сезона, теперь давайте финализируем этот рассказ следующей мыслью. Большое спасибо господам из Литвы, что они поддерживают газовую отрасль Российской Федерации и бюджет Российской Федерации. Ведь, заметьте, под крики о необходимости прекратить кормить Москву, этими вот подкидывать ей эти кровавые деньги, они же что? Они своими словами дополнительно взвинчивают цены, что благоприятно сказывается на цене поставок российского газа, а значит, на таможенных пошлинах вывозных, которые платятся «Газпром» экспортом, в бюджет Российской Федерации. И бюджет пополняется в больших объемах, чем он, возможно, пополнялся бы без столь замечательной помощи со стороны Литвы. Ну вот, молодцы в этом плане. Поэтому если бы я на ваших позициях стоял, я бы сказал, ребят, надо как-то умерить ваши вот эти выкрики, хотя бы на время отопительного сезона. Но так как, знаете, мы тут вот в Российской Федерации живем, и бюджет надо наполнять, продолжайте, пожалуйста. Кричите погромче. Настаивайте на том, что газ вообще нужно перекрыть. Лучше всего попытайтесь порвать какой-нибудь газопровод. Вот добегите до него и попытайтесь его прям руками разорвать. Вот если не сложно. Вот сделайте что-нибудь такое. Нет, почему руками? Потому что это ни к чему не приведет, но это будет очень красивая акция. Поэтому я не призываю к разрушению газопровода, я призываю к тому, чтобы вы, акцию провели. Знаете, вот, показали, какие вы мощные, какие вы тигры, какие вы замечательные. Это благоприятно скажется на пополнении бюджета Российской Федерации. Спасибо заранее. А всем, кто смотрел, также спасибо. И на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Подписывайтесь на нефтегазовую игру, мой телеграм-канал, на телеграм-канал Инфотек. И на сегодня все. Всего хорошего.